Привет, друзья! Сегодня у нас не совсем обычный формат видеоролика. Сегодня мы разберем комментарий одного из подписчиков на мой канал. Я недавно выпустил видеоролик о том, как на 20% повысить свой урон просто за счет синергии камней. И этот видеоролик оказался довольно популярным. Он получил большое количество комментариев, у него много просмотров. И что самое интересное, я сегодня, когда ехал в метро, увидел огромный комментарий от Томаса Копельмана. Это, скорее всего, очень сильный игрок в Diablo Immortal, потому что он выкатил такой огроменный лонгрид, где подробно описал все механики, которые влияют на урон и что нужно еще изменить или добавить к моему билду. Это очень большой текст, и я обожаю такие комментарии, потому что такие подписчики не только смотрят видео, они еще и оставляют крутую обратную связь. И на самом деле это, реально простыня текста, которую вы сейчас видите на экране, но я использовал новую версию чата GPT-5 для того, чтобы вычленить самые главные тейки из этого комментария, которые хочу разобрать в этом ролике. Ребят, к этому видео я оставлю тайм-коды для того, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Прямо сейчас, ребята, вы видите этот большой комментарий у себя на экранах. Можете нажать на паузу для того, чтобы детально его прочитать. И я вам честно скажу, что я игрок, который играет в Diablo Immortal с небольшим перерывом уже 1,5 года, и многие механики мне известны, и я понимаю, сколько времени и средств инвестировал автор этого комментария во все механики, которые он описывает в нем, за что ему огромное, конечно же, спасибо. А мы перейдем сразу к тейкам, которые сформировал чат GPT, как нужно увеличить урон, если использовать то, о чем говорит автор. И давайте теперь пройдемся по пунктам. Первый пункт у нас советы по камням, по легендарным камням. И автор советует мне поставить кровавую льдину и бурлящий исход. Бурлящий исход у меня уже есть в билде, а вот кровавая льдина — это действительно очень крутой камень. Чтобы, ребят, посмотреть, что делает кровавая льдина, давайте с вами откроем рынок и посмотрим его свойства на рынке. Я знаю, что это действительно очень крутой камень. К сожалению, я попал как раз на тот период, когда этот камень появился в игре, когда у меня был перерыв. Также и Бехерит в этот период вышел, и я упустил эти камни. Теперь их собирать очень дорого. В общем, этот камень, он работает над крит, на урон и еще накладывает периодичку. Ваши критические удары на 6 секунд подвергают вас в кровавую ярость, под действием которой вы наносите на 9% больше урона и на 18% больше критического урона. Также во время кровавой ярости ваши критические удары разрывают плоть и вызывают кровотечение, наносящее еще 10% базового урона в течение 3 секунд, то есть накладывается периодичка, сразу 3 эффекта. Также автор утверждает, что нужно использовать бурлящий исход, но бурлящий исход, он есть в моем билде, и я его использую вместе с плачем матери, которые отвечают как раз за повышение вероятности критического удара. И, ребят, что касается 2-звездных камней, то автор советует, конечно же, клык пылкости и Бехерит. Бехерит, к сожалению, как я уже и упоминал, пришелся на тот период, когда я не играл в Diablo Immortal. У меня был такой 4-месячный перерыв, я отдыхал от игры, а вот клык пылкости — это очень классный камень, потому что урон, который он дает, бонус к урону, который он дает, он стакается 10 раз вплоть до 24, по-моему, процента на 10 уровне прокачки. Но тут есть одно но, потому что этот камень, он лимитированный, его можно получить только из расширенного, усиленного боевого пропуска, из благословения изобилия. 40, по-моему, одна копия нужна для того, чтобы прокачать камень до 10 уровня, поэтому нужно в течение достаточно продолжительного времени покупать эти сервисы игры, они очень недорогие, но можно собрать реально крутой дамажный камень. Прямо сейчас в резонирующих камнях у меня есть клык пылкости, он прокачан у меня до 5 уровня, и еще у меня, по-моему, есть
несколько копий. Видите, одна копия, еще 3-4 копии. Я буду их копить для того, чтобы использовать в своем билде камень клык пылкости чуть-чуть попозже в будущем. Ну, ребят, что касается однозвездных камней, то автор также советует камни всех времен и народов. Это глаз Берсека, колодец энтропии, который я как раз тестировал, повысит он урон или нет вместо, по-моему, сердца волка. Нет, я его использовал как раз вместо плача матери, потому что колодец энтропии как раз предназначен на усиление наших умений, а вот плач матери, он как раз на вероятность критического удара. Но плач матери оказался более эффективным камнем в моем билде. В общем, автор советует глаз Берсека, колодец энтропии, морской вал. Он работает как клык пылкости, но только стакаются урон от умений. И эликсир печали. Если в вашем билде используется много дотов, то есть damage over time, это переводится, или периодичка простая, да, то в PvE это дает огромный буст. Ну и, конечно, автор комментария упоминает фантомное стекло, которое я уже использую в своем билде теперь вместо укуса гадюки. Я его прокачал до 6 уровня, и этот камень как раз активируется, увеличивая наш урон от критических ударов. То есть у меня такая определенная синергия в камнях есть, и часть советов, которые он дает, я как раз использую. Но эти советы по камням опытного игрока просто бесценны. Следующий совет от автора комментария – это продление эффектов. Какие можно использовать продление эффектов на бафы и дебафы. И давайте разберем это немножечко подробнее. Автор советует использовать 2 предмета Витху, а они повышают время действия положительных эффектов и продлевают, соответственно, действие наших бафов. Ну и также роллы на положительные эффекты. И, ребят, если мы посмотрим мою перековку, то именно в PvE билде у меня как раз и есть повышение время действия положительных эффектов на каждом предмете экипировки плюс 2, плюс 2,5, плюс 2,5. В общем, суммарно на 8 предметах мы получаем где-то 16-20% дополнительное продлевание действий положительных эффектов. Также автор советует использовать на голову и плечи 2 руны, которые тоже дают плюс 4,5% каждая на положительные эффекты. Золотые и легендарные руны с одинаковым процентом, но легендарные, конечно же, это оранжевые руны, существенно дороже. Я использую в своем билде только желтые руны, которые дают плюс 6 к базовым характеристикам и дополнительные эффекты, бафы, но оранжевые, они, конечно, существенно дороже. Они дают плюс 8 и чуть больше эффектов. Вот на плечи и голову увеличение положительных эффектов у золотых и оранжевых рун одинаковое, плюс 4,5%. Давайте посмотрим, чтобы понимать изготовление рун, что у нас на голове. На голове у меня желтая руна продлевает действие положительных эффектов на 4,5%. И что у меня на плечах? Тут у меня тоже желтая руна, которая что делает? Продлевает действие положительных эффектов тоже на 4%. И когда мы бустуем все эти положительные эффекты такими аффиксами на рунах и на перековке, мы получаем дополнительный бонус. И наши камни бутылка, исход, машина, колоссальная машина, искра, мгла, ну и череп, они все работают почти 12 секунд в PvE вместо 6, и в PvP они работают 9 секунд, там всего 50% бонус. Также автор говорит и об исключениях. Он говорит, что положительные эффекты не действуют на плач матери и бихерит, которые даются от сетового комплекта Витху. Поэтому, ребят, бустовать положительные эффекты на плаче матери и бихерит на этих легендарных камнях можно с помощью рун и аффиксов перековки. Следующий совет от автора комментария – это использование рун. И давайте его разберем поподробнее. Автор рекомендует использовать 2 руны Зю, которые дают плюс 4% шанса крита, и 2, соответственно, будут давать плюс 8, и 2 Лев, которые дают плюс 6 крит урона. Получается, у нас 2 руны будут давать всегда плюс 12% сверх крит урона.
Дальше автор комментария затрагивает свойства перековки и рекомендует ролить их до тех пор, пока не выпадет увеличение критического урона. И в сумме на 8 предметах можно получить примерно плюс 20% критического урона. А давайте проверим, сколько у меня. Если, ребят, мы посмотрим мой PvE билд, то мы увидим, что у меня везде есть увеличение критического урона на 2,5%, на 1,5%. Увеличение критического урона на плечах у меня нет. На штанах критический урон плюс 2%. На стойках с оружием плюс 2,5%, плюс 2%. Ну, в общем, у меня в сумме как раз и есть где-то 15-16%. Так что я следую этому комментарию. Ну и очень много автор пишет про использование петов, наших фамильяров. Он говорит, что это главный ап для критического урона. Использование специальных черт, а также завязывание фамильяров в узы суммируют эти черты, если у тебя достаточные характеристики у фамильяров. И таким образом можно получить плюс 8% критический урон. Более того, можно еще 16% добавить к основной атаке. Ну и по возможности использовать определенный набор скиллов, который мы сейчас с вами разберем. Ну и давайте посмотрим, какие у меня фамильяры. Вы видите, что у меня основной фамильяр с главным навыком Спаситель. Ну, это не так сейчас важно. Важно, что вот у меня есть один фамильяр и 4 привязанных в узы фамильяра. Снизу есть кнопочка черты. Если мы на нее нажмем, мы увидим все черты, которые имеют наши фамильяры. Какие из них активны, а какие нет. Кстати, интересный момент, что у меня привязаны фамильяры специально для удаленного разбора, распознавания предметов, а также смена шаблонов. Это черты утилизатор, оценщик и вьючный мул. Я сделаю отдельный ролик, как разбирать удаленно предметы, распознавать их, а также менять свои шаблоны с помощью фамильяров. Ну и, ребят, здесь с левой стороны мы видим, какие черты активны. Вы видите, что у меня активна лапка увечья, вероятность критического удара повышается на 1%, дьявольская скорость на 1% увеличивает урон по игрокам, ну и также уменьшает урон от игроков на 1%, и истребление увеличивает критический урон на 1,5%. У меня, конечно, не такие характеристики, как советует автор этого комментария, но если вы вчитаетесь в комментарий, там можно увидеть, что он потратил 5 миллионов платины для того, чтобы получить петов именно с теми качествами, чертами и набором скиллов, который нужно. Есть ли у вас 5 миллионов платины, чтобы потратить их на фамильяров? Если бы у меня было 5 миллионов платины, не знаю, на что бы я их потратил. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на что бы вы потратили 5 миллионов, если бы они у вас были. На фамильяров, на легендарные камни или, может быть, на обычные камни, чтобы прокачать свои второстепенные характеристики. Но, ребят, возвращаясь к комментарию от Томаса, он советует ставить цель по чертам, это основная атака и урон от умений. И в зависимости, если у вас золотой или легендарный фамильяр, вы получите плюс 1% или плюс 3%. Ну и автор советует топовые скиллы, которые стоит прокать у фамильяров. Именно на это, кстати, и сливается 5 миллионов платины. Это незаживающие раны. Вы сейчас видите их на экране. Я не буду читать, можно нажать на паузу, ребят, а мы перейдем к следующему. Это бодроцвет. Тоже нажмите на паузу, и фаланга. И, ребят, автор советует лучших фамильяров на урон. Это коготь, ну, видимо, мрачный коготь, и оса. Видимо, здесь имеется гиблая шастень, который в легендарном своем обличии становится такой летающей осой. Ну и также автор говорит, что из базовых фамильярчиков удобны котик, дракон и козлик, у которых в чертах тоже есть вероятность крита. Ну и также автор советует, что если ты в основном концентрируешься на PvP, то, конечно, нужно прокать черты на уменьшение урона от игроков или увеличение урона по игрокам. А если ты в основном играешь PvE, то нужно делать упор на шанс критического удара. Ну и в конце, ребят, автор советует по дотам, ну то есть по тем героям, у которых билды настроены на периодический урон, damage over time.
Ну и тут, конечно, важно в билде иметь камни, которые увеличивают продолжительность негативных действий. Это эликсир печали, ну, качать, естественно, мощь и использовать сетовый комплект, который также продлевает действие негативных эффектов. По-моему, там что-то с бароном связано. У меня пока нету большого опыта игры с негативными эффектами, хотя я играю за охотника на демонов, который призывает как вертящиеся тени, так и турели и ставит ловушки, и на эти навыки действуют как раз негативные эффекты. В этом случае нужно прокачивать мощь, чтобы действие этих негативных эффектов увеличивалось. Продолжительность их была не 6 секунд, а вплоть до 12 секунд. И это очень помогает в основном, когда ты играешь, конечно же, PvP. В общем, ребят, как вам такой формат видео и разбор интересного комментария от подписчика? Я еще раз сейчас выведу на экран этот комментарий. Так что нажмите на паузу, чтобы его прочитать, если что-то упустили. А теперь я выведу summary, который сделал ChatGPT, ну, учитывая, конечно, мой билд из моего видео. Я, конечно же, хочу поблагодарить Томаса, который оставил такой интересный и конструктивный комментарий, который поможет не только уже среднячкам типа меня, но и новичкам. И мне очень приятно, ребят, что мои видеоролики вызывают такую конструктивную обратную связь. Ну и если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Только 30% зрителей смотрят мои видео с подпиской. Поэтому, ребят, исправляйтесь. А мы с вами увидимся в следующем ролике.